Вряд ли найдется человек, у которого за всю жизнь не было хотя бы одного украшения. А у некоторых их очень даже много. И на этом курсе мы будем создавать украшения из проволоки и бусин своими руками. Но знаете ли вы, какую функцию несут украшения в принципе? Каждый, не задумываясь, ответит, что это самый распространенный способ самовыражения. Это настолько популярно, что невозможно перечесть все стили и технологии создания украшений. При этом они подразделяются на два типа: ювелирные украшения, созданные из драгоценных сплавов и камней, и бижутерию, которую можно создавать из чего угодно. Мы же будем учиться создавать украшения в технике проволочного плетения. И одна из моих задач – научить вас созданию бижутерии, но плести как ювелир. Так какую же функцию несут в себе украшения? Вам стоит это знать. Украшения, очевидно, притягивают внимание. Конечно, они бывают и малозаметными, и вовсе незаметными, как золотой крестик под одеждой. И он в данном случае несет религиозную функцию. Но мы будем говорить о ярких украшениях, которые заметны сразу. Люди так устроены, что куда они направляют свое внимание, туда и отдают свою энергию. Нечасто встретится абсолютно доброжелательный человек, который не будет испытывать зависть и прочие негативные эмоции. И когда на вас есть заметные украшения, внимание человека невольно цепляется за то, что в вас выделяется, и его энергию, какой бы она ни была, позитивной или негативной, впитывают ваши украшения, а не вы. Именно потому украшения с древних времен считаются амулетами и оберегами, в частности от сглаза. На самом деле такую же функцию выполнит и любая яркая одежда, и ее элемент, или, к примеру, сумочка с привлекательной яркой вышивкой. Все эти элементы самовыражения как бы рассеивают негативную энергию, если она вольно или невольно была направлена на вас. Украшения ручной работы – это не масс-маркет. Они все индивидуальные и разные, потому они еще лучше справляются с функцией вашей энергетической защиты. А что же насчет моды? Кто-то стремится за модой, в частности, когда создает, а не просто носит украшения. Кому-то ближе классика, так как она считается безвременной или вечной. Лично мне понятие моды духовно не близко, но и классика не всегда интересна. Потому на моих курсах по созданию украшений мы будем раскрывать вашу индивидуальность и создавать такие изделия, которые вы только сможете придумать. Откуда же пошел вид этих плетеных украшений из проволоки? Я долго искала информацию о том, кто же мог это придумать, но доподлинно не нашла. На просторах СНГ данный вид хобби хоть и кажется не очень распространенным, но известен уже очень давно, лет так 20. А в крайние годы это направление стало только набирать обороты. И хотя до имени нарицательного, как, например, вязание, ему еще далеко, плетение из проволоки становится все популярнее. И я надеюсь, что я смогу внести свою небольшую лепту в это дело, научив вас замечать как можно больше деталей, чтобы вы, как будущие мастера, творили аккуратные, красивые изделия, а не плодили растопырки. Но об этом позже. Кому и чем полезно плетение украшений из проволоки и бусин? Плетение очень мощно развивает моторику рук. Недавно я слушала медицинские лекции, где была фраза «Кора головного мозга тесно связана с моторикой рук». И когда наш мозг напряжен, любая деятельность руками, в частности рукоделие, способна разгрузить мозг, потому вы можете испытывать расслабление при занятиях рукоделием. Научно доказано, что манипуляции рук оказывают влияние на функции высшей нервной деятельности и развития речи. То есть простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, и снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков, а значит и развивать речь, что особенно актуально для детей и людей пожилого возраста. То есть с точки зрения здоровья мелкая моторика рук повышает тонус коры головного мозга, улучшает
память и стимулирует речевой аппарат, развивает фантазию и творческие способности, поддерживает когнитивные способности, то есть способность воспринимать, анализировать информацию, запоминать и даже разговаривать, что в свою очередь защищает мозг от инсульта и других нарушений мозгового кровообращения. А также это абсолютная профилактика Альцгеймера в любом возрасте. К слову о развитии речи. Я рассказывала, что начала плотно заниматься эзотерикой, и недавно я прошла курс по чакрам. Чакры – это энергетические центры, которые не особо заметны физически, но обладают мощнейшей силой нашей энергетической подпитки или, наоборот, потери энергии. Зависит это от многих факторов и в определенный момент начинает отражаться буквально на нашем физическом здоровье и теле. Если вы хотите продиагностировать работу своих чакр, воспользуйтесь методичкой, которую я написала для вас. Ссылка на нее будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Так вот, коротко говоря, когда мы развиваем речевой аппарат, мы автоматически улучшаем свою горловую чакру, которая называется вишудха. В теле вишудха – это область от ключицы до нижней челюсти включительно. То есть это шея, горло, щитовидка, голосовые связки, в частности второй подбородок, гланды, миндалины, язык, нижние зубы, нижняя челюсть, шейные позвонки, тройничный нерв, лимфоузлы, все, что находится в области шеи и нижней челюсти. По статистике, на первом месте в мире у людей проблемы именно с этой чакрой. Чакра вишудха отвечает за самовыражение человека, то есть за способность делать то, что ему нравится, за способность и возможность выражать свою индивидуальность, за способность обсуждать высокие смыслы и идеи. Если человек длительное время не имеет возможности самовыражаться или не хочет этого делать по каким-то причинам, спустя определенное время у человека начинают проявляться заболевания на уровне вишудхи. И вот вам небольшая задачка. Занимаясь рукоделием, проследите за своим здоровьем. До занятий рукоделием обратите внимание, что, возможно, у вас был кашель, или болело горло, или першило горло, а может быть, у вас срывался голос. Позанимайтесь рукоделием и сравните свое состояние после. Самовыражаясь, человек буквально помогает своему здоровью в области шеи, а также проявляет себя в этом мире. Он становится заметным и даже влияет на этот мир. Если верить восточной китайской медицине, то на руках у нас расположены центры всех внутренних органов, позвоночника и вообще всего организма. А значит, делая что-то руками, мы стимулируем весь свой физический организм. Я же, в свою очередь, желаю вам получать большое удовольствие от занятий рукоделием и здоровья.